Наверное, FNAF не нуждается в представлении, ведь эта с виду обычная point-and-click игра навела большой шум в 2014 году и построила вокруг себя огромную франшизу из 10 частей, не считаем спин-оффы. Конечно же, основные игры в серии с 1 по 4 были довольно-таки просты, но умудрялись пугать своей атмосферой, звуком и, конечно же, аниматрониками. Это все заслуга обычного 40-летнего христианина, проживающего в Техасе. До FNAF он создавал другие игры. Последней игрой не по FNAF была Cheapers and Son Slumber, которая и послужила созданию FNAF. Многие игроки говорили, что персонажи движутся как аниматронные куклы. Так и появилась на свет FNAF. Она должна была стать его последней игрой, но люди высоко оценили игру, и он решил клепать продолжение. Сегодня мы с вами разберем в ее формате все о. То есть мы берем игру и разбираем все, что о ней знаем. Погнали! Добро пожаловать на новую работу в пиццерию Фредди Фазбер, куда дети и родители приходят за развлечением и едой. Главной достопримечательностью, конечно же, является Фредди Фазбер и двое его друзей. Эти роботы запрограммированы радовать толпу. Однако поведение роботов в ночное время стало несколько непредсказуемым. И нанять вас охранником оказалось гораздо дешевле, чем искать мастера по ремонту. Удачной смены! Five Nights at Freddy's получила положительные отзывы от критиков. Журнал Indie Game Magazine похвалила Five Nights at Freddy's за простой подход к жанру ужасов, отметив, что художественное направление и игровая механика способствуют ощущению напряжения, которое только усугубляется тем, что игрок может быть знаком с похожим рестораном, такими как Chuck E. Cheese. Еще она была описана как фантастический пример того, как можно использовать хитрость в дизайне и тонкость, чтобы сделать опыт ужасающим. Однако игру раскритиковали за слишком долгую загрузку при запуске. В общем говоря, людям игра зашла и получила хорошие отзывы. Давайте не будем томить и поговорим о самой игре. Наша игра начинается с газеты, нас кратко вводят в курс дела. Мы работаем ночным охранником в пиццерии. Местечко, конечно, не из приятных, повсюду мусор и паутина. Пиццерия, по всей видимости, заброшена. В нашем офисе есть 2 двери и камеры. Наша задача дожить до 6 утра и не быть засунуты в костюм. Да, аниматроники нас воспринимают как эндоскелеты и всеми любыми путями попытаются нас туда запихнуть. Поэтому мы их должны не допускать к нашему офису, и для этого есть 2 железные двери. Камеры служат здесь, чтобы отслеживать их передвижение. Каждый из аниматроников имеет уникальное движение и попытается проникнуть в офис через один из 2 коридоров по обе стороны. Мы можем активировать освещение коридора, чтобы проверить, находится ли там аниматроник снаружи, и закрыть любую из 2 дверей, чтобы не допустить его. Однако у нас есть электричество, которое отображается в процентах в левом нижнем углу экрана. Энергия со временем разряжается. При использовании монитора, освещения и двери будет потреблять больше энергии. И если у вас заканчивается энергия, то во всем здании вырубается свет. Затем в офисе появляется сам Фредди и в конечном итоге нападает на нас. Ну и если аниматроник все же входит в офис, то тоже нападает. Да, как вы поняли, здесь расслабляться нельзя. Нас постоянно держат в напряжении. Одна ошибка и начинаешь все сначала. Главным устрашающим элементом игры это, конечно же, аниматроники. На первый взгляд они покажутся обычными, утром они развлекают детей, хотя я не понимаю, как такие роботы могли нравиться детям. В них есть какой-то некий баланс между устрашением и безобидностью, но все это меркнет, когда наступает ночь. Вот тут уже другой разговор. Один только их пустой взгляд уже нагоняет ужас. Тут работает эффект зловещей долины. Это когда робот пытается быть похожим на человека, и это вызывает неприязнь. В данной ситуации, когда аниматроник смотрит в камеру, становится не по себе. Плюсом мы не видим, как они передвигаются. Чем меньше мы видим, чем страшнее. Если сейчас взглянуть на нынешних аниматроников, то они вообще не пугают никаким образом. Выглядят просто безобидно и слишком наворочено и с искусственным интеллектом. Вопрос, это точно аниматроники?
аниматроники. Потому что аниматроники — это просто механизм, который запрограммирован на то или иное действие. Во FNAF 9 они умеют разговаривать и выражать эмоции. Ага, конечно, аниматроники, блин. В первой части им не нужно было ломать лица, чтобы они выглядели как-то устрашающие. Стоит просто встать возле камеры и посмотреть своим пустым взглядом. Одним словом, аниматроники во FNAF 1 страшнее, чем в последующих частях. Вырезанного контента в игре полно, но мы затронем самые основные. Исходя из страницы игры на Kickstarter, Фредди Фазбер изначально носил имя Фредбер. К официальному релизу игры имя маскота было изменено, но позднее в серии появился аниматроник, носящий похожее имя – Фредбер. Кроме персонажей, имена которых изменились в процессе разработки, были те, что оказались переименованы уже после выхода. Отталкиваясь от отзывов игроков, к таковым относится телефонный парень Золотой Фредди, тогда как и первый вовсе не был официально назван, второй носил в файлах игры имя Yellow Bear. Об изменениях во внешности персонажей игры известно достаточно мало. Одним из немногих персонажей, раннюю версию которых удается рассмотреть, является Фредди Фазбер. Модель его головы можно увидеть в закулисье на камере 0.5. Старый Фредди отличался от настоящего квадратной формы головы, а также отсутствием меток роста усов и пучков меха по бокам морды. На анимированной иконке игры в Steam Greenlight также можно увидеть Фредди без маски, эндоскелет которого отличен от тех, что представлены в релизной версии. Он покрыт черными следами, напоминающими грязь или царапины. Его стальные зубы заострены, на лице пластине прорезаны ноздри-щелки, а глаза эндоскелета отлиты из металла, и в них горят красные зрачки, заключенные в окружности. Отголоски старого дизайна эндоскелетов можно увидеть в трейлере Five Nights at Freddy's, в котором Бонни обладает теми самыми глазами с красными зрачками, хотя его зубы белые и квадратные. Система жизни была показана в трейлере со старой версией геймплея Five Nights at Freddy's, выпущенном на YouTube-канале Скотта Коутона 13 июля 2014 года. Что удивительно, надпись жизни в этой версии отсутствует. Почти все смерти охранников не были описаны. Единственным известным убийством охранника является убийство телефонного парня на 4-ю ночь, который работал в Фредди Фазбер's Pizza до Майкла Афтона. So when I did, hey, do me a favor, maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. И оставлял тому аудиозаписи с инструкциями. Со слов телефонного парня, смерти людей на рабочих местах происходили многократно, большинство в течение первых 3 ночей работы. Алло? Эй, у тебя отлично получается. Большинство людей не продержалось так долго. Ты знаешь, я имел в виду, они, как правило, переходят на другие места. Я не имею в виду, что они умерли. Нет. Несмотря на то, что смерти охранников прямо упоминаются только во FNAF, в других играх есть намеки на них. Так, телефонный парень во FNAF 2 упоминает о неисправности аниматроников, которые видят эндоскелеты в людях и пытаются поместить людей в костюмы. Что свидетельствует о подобных случаях ранее. Компания заботится о своей репутации и пытается скрыть произошедшее в ее интересах. Это подтверждается и политикой компании. Наибольшую часть приветствия во Five Nights at Freddy's занимает предупреждение, что компания не несет ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или личности. Если же смерть или ранее происходит, отчет о пропаже будет подан в течение 90 дней, или как только пиццерии избавятся от всех улик, чтобы закрыть расследование с минимальными потерями.